Привет, с вами Алена. У меня здесь девушка, которая записалась ко мне после того, как зачистила ноготочек сама. У нее была стандартная травма, она, как многие из нас или из вас, выдрала однажды себе ноготочек, обнаружила, что он полностью отошел от ногтевого ложа и срезала то, что смогла. Смогла она убрать почти все, и там мало что осталось от ногтевой пластины, и вот она стала отрастать. Она почти обрадовалась, но не тут-то было. Выяснилось, что ноготь начал что-то тормозить. Она мне все показала, рассказала, и в процессе зачистки я поняла, что где-то в середине ногтевого ложа у нее образовалась такая, канавка, в которую забилась старая кожа, которая не может слушаться. Вот в этом месте, где я сейчас проверяю кусачками. И задача у меня будет не из простых, учитывая, что у нее повышенная чувствительность, и мне работать пришлось очень маленькими шажочками, потихоньку, короткими перебежками, убирая кутикульными кусачками остатки вот этой кожи. В какой-то момент я поняла, что на сухую не справлюсь, поэтому взяла размягчитель. В простонародье мягкий щадящий кератолик. Вот сейчас я им побрызгала, подождала, когда он сработает, еще раз прошлась апельсинкой, поняла, что кожа уже подразмякла и с ней можно работать. Снова взяла фрезу, на этот раз алмазную, потому что твердосплавной больше возможности технической работать не было. Твердосплавом обычно работаю, когда нет чувствительности, но это сегодня не тот случай, поэтому переходим на более медленные техники, но самое главное, чтобы сработало. Нам предстоит достать целую полоску старой сухой кожи, и в самом конце я покажу это углубление, которое останется после зачистки. Но самое главное, что после этого ноготь точно будет отрастать, и ему ничего не будет мешать, ведь сейчас ему явно препятствуют старые сухие клетки кожи. Такое иногда случается, не часто, но все же бывает. Очень похожая ситуация у меня была с девушкой после аварии. Такое видео я выкладывала где-то около года назад, но я поищу и обязательно оставлю на него ссылку, и вы сможете его еще раз посмотреть, если кто-то не видел. Там тоже была примерно такая же история, мы также доставали куски старой кожи прямо из пальчика, вот такое углубление у нас получается, и в том случае прям такая приличная дырка в ногте осталась. Но здесь тоже, если посмотреть сбоку, мы увидим углубление. Но это не страшно, оно там навсегда не останется. После зачистки в течение непродолжительного времени, достаточно быстро, оно точно затянется, и ноготь будет отрастать намного быстрее. Конечно, на уход обязательно рекомендуем масла. И основной смысл нанесения масла заключается в самом массаже. То есть, когда клиент массирует себе ростковую зону ногтя, вот там, где у нас кутикула, ноготочек растет быстрее, а значит быстрее будет регенерация. Очень простой отдельный лайфхак. Единственная его проблема в том, что это надо делать. У нас очень у многих людей есть такое, что они накупят все средства, которые им скажут, а потом говорят, они не работают. А они не работают, потому что вы им просто не мажете. Купить это недостаточно, нужно еще мазать. Вот, посмотрите, какое углубление у нас получилось. Я специально приблизила, и видно такую выемку. Это то место, где были сухие остатки кожи. Дальше дорабатываем, если что-то еще видим по мелочи. Как всегда, я старалась работать в рамках комфорта именно для клиента, потому что обезболивание мы не делаем, мы не клиника, мы решаем только эстетические вопросы, зачистки, грубо говоря, стрижем ногти. Тут у нас есть небольшая ранка, поэтому решили нанести парантоман гель и забинтовать, потому что появилась еще большая чувствительность. Но это буквально на день-два, потом кожа адаптируется, и все будет хорошо. Поэтому замотали и отправили пальчик поправляться. Ну а с вами была Алена. Пока-пока и до новых встреч.